Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня я представляю вам новый способ вязания носков крючком, узором, который имитирует узор резинки спицами. Посмотрите, какой ровный узор лицевых петелек проходит по полотну. И второе достоинство такой вязки — это эластичность. Узор получается такой эластичный, как будто резинка спицами, но это крючковое вязание. Благодаря такому узору носок хорошо облегает ногу, обхватывая все изгибы стопы, причем не перетягивая ее и не спадая по всей длине, несмотря на вот простую форму носков. Вот так вот они выглядят, как будто такие две колбаски с вывязанной пяточкой. Причем носки вяжутся очень просто, связать их сможет даже уверенный новичок по моему описанию. У меня на канале есть несколько мастер-классов по вязанию носков. Вот такой вариант с рельефными столбиками. Тоже очень красивые носки, довольно плотные, но они уже не такие эластичные, как, допустим, вот эти носочки. И также есть вот носки, связанные рельефной резинкой, очень толстые, теплые. Я их ношу вместо тапочек. Но вот эти носки, конечно, они самые удобные у меня получились. Кстати, недавно в такой же технике я вязала варежки крючком. Тоже как будто связаны спицами, с анатомически вывязанным пальчиком. Очень аккуратно и красиво смотрится, очень теплые. А также вязала шапочку, и вот такой интересный эффект. Все ссылки на вязание данных изделий я прикреплю под видео и в подсказке. Если вас заинтересовало, переходите и смотрите. Ну а сейчас приступаю к вязанию носков. Левый и правый носок вяжется по одному описанию. Я составила вот такое описание попетельное для вязания носков на 39 размер. Это верх носка. Далее идет низ носка, первая часть и вторая часть. Носки вяжутся одной деталью и затем сшиваются по боковой стороне от манжеты до кончиков пальцев. И также идет направление вязания, то есть они вяжутся в поперечном направлении. Сначала вывязывается верхняя часть, затем нижняя часть вот с такой выпуклой пяточкой. Обо всем подробно расскажу. На вязание носков у меня ушло 150 грамм пряжи метражом в 50 граммах 100 метров. Если у вас будет точно такая же толщина нити, вам требуется связать точно такой же размер, следуйте моему описанию. В печатном виде данное описание можно скачать по ссылке под видео, скопировать. И так приступаю к вязанию. Носок я буду вязать из шерстяной пряжи. У меня это Fibra Natura Renew Wool. Моточек 50 грамм. В 50 граммах 100 метров. И я буду использовать крючок номер 4. И для начала вязания необходимо набрать цепочку воздушных петель на всю длину носка от верха манжеты до кончиков пальцев. Я набираю 80 воздушных петель. Как обычно, делаем начальную петельку на крючок и начинаем считать: первая, вторая, третья, четвертая и так до 80. Я набрала начальную цепочку на 80 воздушных петель и хочу обратить ваше внимание, смотрите, цепочка воздушных петель у меня в длину равна примерно 40 сантиметров, а носок получился чуть больше 30 сантиметров на всю свою длину, где-то примерно 33
3 сантиметра, потому что после того, как провязывается основной узор по цепочке, она значительно сжимается. Если вы будете вязать носок, вы хотите сделать, допустим, на другой размер, на высоту другой манжет, на другую высоту манжеты, если у вас другая толщина нити и другой крючок, то вам необходимо самостоятельно определить, сколько набирать петель. Если вы вяжете, как я, примерно такой же толщиной нити и на 39 размер ноги, то можете повторять точности так же, как я, вязать по количеству столбиков, которые я привожу в моем описании. Итак, я набрала цепочку 80 воздушных петель и начинаю вязать по своему описанию. Здесь у меня пока приведен верх носка. Я писала каждый ряд. Первый ряд — это набор петель, 80 воздушных петель. Второй ряд, здесь я указываю стрелочку вниз. Я замечаю, что кончик нити — это у меня как бы начало вязания, и направление цепочки от манжеты к кончикам пальцев. Направление стрелочки вниз — это значит от кончиков пальцев направление вязания к манжете. И тоже третий ряд, допустим, от края манжеты к кончику пальцев и так далее. И здесь я еще не указывала, то есть я здесь написала количество столбиков, здесь не указывала, что в начале каждого ряда делается одна воздушная петля, поэтому 80 воздушных петелек сделала, в начале ряда одна воздушная петля, и ввожу крючок в полупетельку, 80-ю полупетельку цепочки, и провязываю вот так вот глухой столбик. То есть это не столбик без накида, а провязывается как бы сразу столбик, глухой столбик, соединительный столбик, или как по-разному называют такой способ провязывания столбиков. И так я в обратном направлении по всей цепочке провязываю 80 глухих столбиков до как бы кончика или до начала цепочки. Итак, я провязала по своему описанию второй ряд, 80 столбиков, и далее третий ряд начинаю вязать в обратном направлении и выполняю 72 столбика. Для этого я поворачиваю работу, и здесь направление вязания будет от манжеты к кончикам пальцев. В начале ряда делаю одну воздушную петлю подъема, вяжу глухие столбики, но вводя крючок за вторую полупетельку столбиков предыдущего ряда, и также провязываю глухую петельку или соединительный столбик. И при таком вязании получается именно узор как резинки спицами, причем он эластичный, очень хорошо тянется и в то же время такой плотный, толстый и очень теплая вязка. Итак, я провязываю 72 столбика. Итак, я заканчиваю вязать третий ряд и провязываю последний столбик. И все, до конца ряда у меня остается 8 недовязанных петелек, для того, чтобы с помощью укороченных таких рядов сформировать первый угол носка у пальчиков. То есть за 4 укороченных ряда я формирую вот такой скос. Каждый следующий ряд будет на 2 столбика длиннее, чем предыдущий. И так, связав несколько ступенек, я дохожу до полной длины. И далее будет носок вязаться на все столбики. Ну а пока я провязала 72 столбика. Если у вас другое количество петель, вы просто можете не довязывать этот ряд 8 столбиков до края. А следующий ряд это будет не довязано 6 столбиков, затем 4, 2 и затем уже на всю длину носка будете вязать.
Поворачиваю работу, 1 воздушная петля и то же самое количество столбиков той же техникой вяжем в обратном направлении до края манжеты. Это 4-й ряд идет. Я закончила вязать 4-й ряд, начинаю вязать 5-й ряд, разворачиваю вязание, 1 воздушная петля подъема и также вкалываю крючок за вторые полупетельки, вяжу глухие столбики. В этом ряду провязываю 74 столбика или на 2 столбика больше, чем предыдущий ряд. Показываю, как закончить 5-й ряд. Я провязала пока 71 столбик, провязываю 72 из крайней полупетельки и теперь, спустившись ниже, на 2 полупетельках вяжу 73 и 74 ряд. И так получается, что у нас вот этот вот укороченный ряд и следующий ряд длиннее на 2 столбика. Поворачиваю вязание, 1 воздушная петля подъема и 74 столбика в обратном направлении до края манжеты. Я заканчиваю вязать 7-й ряд, и это новый укороченный ряд. Нужно провязать мне здесь 76 столбиков. Провязываю 73 и 74 по полупетелькам 6-го ряда до крайней ступеньки и, спустившись вниз на 2-й ряд, еще провязываю 2 столбика. Разворачиваю работу, 1 воздушная петля подъема и назад 76 столбиков до края манжеты. И уже видно, какой получается клинышек. Заканчиваю вязать 9-й ряд. В этом ряду мне необходимо провязать 79 столбиков. И вяжу по 8-му ряду предпоследние 2 столбика. И перехожу на 2-й ряд. И на 2-м ряду на 2 столбиках вяжу уже 77 и 78 столбик. То есть не доходя 2 петельки до края 2-го самого 1-го ряда. Разворачиваю работу, 1 воздушная петля подъема и вяжу те же 78 столбиков в обратном направлении до края манжеты. Заканчиваю вязание 11-го ряда, и в этом ряду я уже провязываю столбики на всю длину. Здесь провязываю 77 и 78 столбики по предыдущему ряду. И, спустившись до 2-го ряда, вот на последних 2 свободных петельках провязываю 79 и 80 столбики до самого кончика пальчиков. И уже появился вот такой клин. Это первый угол носка передней части. Дальше я вяжу до 22-го ряда туда-обратно на столбики на всех полупетельках, то есть прямо. Если вам нужно связать носок шире, можете связать большее количество рядов. То же самое, 1 воздушная петля и за дальние полупетельки вводим крючок и провязываем глухие столбики или соединительные столбики по всей длине ряда. И затем будем формировать уже 2-й угол носка. Я уже в процессе вязания 23-го ряда, направление от края манжеты к кончикам пальцев. И с этого ряда начинаю вывязывать 2-й угол у кончиков пальцев носка. И в этом ряду не довязываю буквально 2 петельки до полного ряда и всего провязываю 78 столбиков.
Второй угол вяжу укороченные ряды на уменьшение, то есть в этом я буду вязать 78, в следующем 76, 74 и 72 столбика, то есть те же 4 ряда, только на уменьшение будут идти. Итак, я провязала 78 столбиков, поворачиваю работу, 1 воздушная петля подъема и те же 78 столбиков до края манжеты. Вяжу 25 ряд, и в этом ряду не довязываю 2 столбика до конца предыдущего ряда, поворачиваю работу, 1 воздушная петля подъема и в этом ряду 76 столбиков вяжу в обратном направлении до края манжеты. Также ввожу крючок за вторую полупетельку каждого столбика. В 27 ряду вновь не довязываю до края предыдущего ряда 2 столбика, поворачиваю работу, 1 воздушная петля подъема и 74 столбика вяжу в обратном направлении до края манжеты. 29 ряд от манжеты к кончикам пальцев провязываю 72 столбика. Также не довязываю 2 петельки до края предыдущего ряда, разворачиваю работу, 1 воздушная петля подъема и 72 столбика в обратном направлении до края манжеты. И у меня уже сформировался второй угол. Получились такие 4 ступеньки из укороченных рядов. И в следующих рядах я буду завершать, сравнивать эти ступеньки и вязать боковую сторону носка. В 31 ряду я вяжу столбики на всю длину от края манжеты до кончиков пальцев и сравниваю вот эти вот ступеньки укороченных рядов, формируя второй угол. Для этого вот провязываю петельки до конца предыдущего ряда, затем спускаюсь вниз на ступеньку, на ней провязываю 2 столбика, еще раз вниз, также провязываю 2 столбика, еще раз вниз, 2 столбика. За дальние полупетельки, то есть узор мы также сохраняем, и последние 2 столбика из самой крайней петельки на вершине у кончиков пальцев. И вот вы видите, все ступеньки сравнялись. Поворачиваем работу, 1 воздушная петля подъема и все 80 столбиков вяжем в обратном направлении до края манжеты. Также вводим крючок за вторые полупетельки столбиков предыдущего ряда. И здесь выполняем уже боковую сторону. Этот 32 ряд провязываем до края манжеты. И 33 и 34 ряд вяжем также на всю длину 80 столбиков для формирования боковой стороны. После того, как вы закончите вязать верхнюю часть, вы можете прикинуть, хватит ли вам ширины носка, будет ли она соответствовать ширине, размеру вашей ноги. То есть вы можете растянуть, так как эта вязка очень эластичная. Сейчас носок не должен быть на всю ширину. Нужно немножко растянуть и прикинуть, хватит ли вам ширины. Если нет, вы можете еще связать по одному ряду с одной и со второй стороны как бы носок шире, или распустить вот угол и провязать больше рядов на всю длину по центральной части. И на верхней стороне, и на нижней стороне также придется больше сделать таких рядов. Итак,
Верхняя часть носка связана, и теперь осталось выполнить вторую половину работы, низ носка. И я буду вязать по своему описанию. Можете сделать скрин или скопировать внизу по ссылке, перейти в печатном виде. Начиная с 35 ряда. В этом ряду идет направление от манжеты к пальчикам вязания. И при вязании этого ряда начинаем вывязывать пяточку и в то же время формировать первый угол нижней части как бы носка, вот уже с этой стороны. Для формирования пятки, то есть с этого же ряда здесь мы отмечаем, какой длины у нас будет стопа. Для этого вам нужно отмерить длину стопы от кончиков пальцев до середины пятки, так как пяточку мы еще дополнительно будем делать прибавление, и она у нас удлинится примерно на 2-3 сантиметра. То есть мерите стопу от кончиков пальцев, можете отмерить до края пяточки, но отнять 2-3 сантиметра в зависимости от того, сколько рядов вы будете делать и какая у вас плотность вязания. Для формирования пятки я провязываю от края манжеты 35 столбиков, и здесь получается на длине от 20 сантиметров, всего у меня стопа примерно 23 сантиметра. Начинаю формировать пяточку, то есть 3-4 я столбика провязала, и на 35 петельке вяжу из одной петли 3 столбика без накида. И это у меня самое начало пяточки. Далее я продолжаю вязать основной узор, глухие столбики за вторые полупетельки, и это же будет первый укороченный ряд для формирования угла. И для этого угла укороченные ряды вяжутся от самого короткого, и постепенно прибавления идут, прибавляются на 2 петельки. Я вяжу после прибавления 37 столбиков, или я не довязываю 8 столбиков до края, ну как бы до края полного ряда. Итак, я закончила вязать 35 ряд, не довязала 8 столбиков до края, поворачиваю работу, 1 воздушная петля подъема и вяжу в обратном направлении столбики. Здесь я уже провязываю 38 столбиков, так как до центральной точки, как бы прибавления до центральной петельки, так как в предыдущем ряду у меня вот эта сторона увеличилась на 1 петельку, и сторона от центра пяточки до манжеты тоже увеличилась на 1 петельку. В каждых рядах, то есть и туда и обратно, я буду делать прибавление на пяточки. Всего, пока я провязываю угол, формирую угол у пальчиков 8 рядов, и в этих же 8 рядах я формирую пяточку, то есть делаю прибавление. Итак, в 36 ряду я довязала до петель пяточки. На первой петельке провязываю также глухой столбик, и на центральной петельке делаю прибавление, из одной петельки вывязываю 3 столбика без накида. И далее также идет глухой столбик за вторую полупетельку, и далее продолжаю вязать столбики уже до края манжеты. Сейчас я вяжу 37 ряд, и от края манжеты провязала 34 столбика. Теперь по петелькам пяточки провяжу еще 2 глухих столбика, и на самой центральной верхней петельке делаю прибавление, провязываю 3 столбика без накида. И далее вяжу по второй стороне пяточки глухие столбики за вторые полупетельки, и продолжаю вязать основным узором
этот ряд, он будет у меня идти длиннее на 2 столбика, чем предыдущий ряд. Итак, я заканчиваю вязать 37 ряд, провязываю последние 2 столбика по предыдущему ряду и спускаюсь ниже, провязываю еще 2 столбика, на 2 столбика длиннее этот ряд. Также ввожу крючок за полупетельку ряда, который лежит еще ниже. И теперь поворачиваю работу, 1 воздушная петля подъема и вяжу столбики в обратном направлении до центра пяточки, где буду делать первое прибавление. В 38 ряду пяточка уже у меня расширилась до 7 столбиков. И по первой стороне я провязываю 3 столбика до самой вершины центральной петельки, на которой провязываю 3 столбика без накида и 3 глухих столбика по второй стороне. И теперь уже еще плюс 2 столбика получилось. И вяжу дальше столбики до края манжеты. В 39 ряду до края пятки я провязала также 34 столбика. Теперь по пяточке до места прибавления вяжу 1, 2, 3, тоже 4 столбика. Также глухие столбики идут. И на самой вершине делаю прибавление, провязываю из второй полупетельки 3 столбика без накида. И далее вторая половина пяточки 4 столбика. И продолжаю вязать столбики в этом ряду, делая их длиннее на 2 столбика, чем предыдущий ряд. Заканчиваю вязать 39 ряд. Вот 2 последних столбика осталось по предыдущему ряду сделать. И 2 столбика спускаюсь ниже. А затем разворачиваю работу. 1 воздушная петля подъема. И 40 ряд вяжу столбики в обратном направлении. И делаю прибавление также по центру пяточки. В 40 ряду при вязании пяточки по одной стороне провязываю 5 столбиков. Также за дальние полупетельки. И на центральной петельке провязываю 3 столбика без накида. И вторая сторона также идет 5 глухих столбиков. И вот уже получился такой высокий холмик. В 41 ряду от края манжеты провязала также 34 столбика. И начинаю вывязывать пяточку. Здесь уже по краю, по первой стороне пяточки идет 6 столбиков. Провязываю также за дальние полупетельки. И на самой вершине делаю прибавление из одной полупетельки. Вяжу 3 столбика без накида. И по второй стороне также спускаясь с холмика 6 столбиков за дальние полупетельки. И продолжаю вязать столбики. В этом ряду будет количество столбиков больше на 2 столбика, чем в предыдущем ряду. Итак, в 41 ряду я довязала столбики до конца предыдущего ряда. И спускаясь ниже, провязываю еще 2 столбика. Также за дальние полупетельки. Это у меня получается последний укороченный ряд для формирования угла. 1 воздушная петля подъема и вяжу столбики в обратном направлении
И в этом ряду, в последнем ряду делаю последнее прибавление для формирования пяточки на самой вершине. В 42 ряду, довязав до основания пяточки, я провязываю 7 столбиков до вершины. И на самой вершине делаю 3 из одной петельки 3 столбика без накида. И 7 столбиков по второй стороне. А затем те же самые столбики, 34 столбика останется до края манжеты. И на этом формирование первой стороны пяточки будет завершено. То есть здесь я больше не делаю прибавлений. Если вы хотите связать пяточку глубже, можете сделать еще несколько прибавлений. Но я думаю, этого достаточно. И далее с 43 по 54 ряд, то есть 12 рядов, нужно вязать носок на всю длину от края манжеты до кончиков пальцев, вот сгладив вот эту последнюю ступеньку, 12 рядов, то есть до нужной ширины носка. И после 54 в 55 ряду начинаем вывязывать вторую половину нижней стороны носка, то есть вторую сторону пяточку, но там уже будет вязаться совсем по-другому. Я в процессе вязания 55 ряда и начинаю вывязывать вторую половину пятки. Вот сейчас так выглядит носок. Связана первая верхняя часть носка и нижняя часть носка. Вот здесь вывязана такая пяточка, одна сторона. И сейчас буду формировать вторую сторону и закруглять второй угол у пальчиков, начиная с 55 ряда. И по данному описанию буду выполнять вязание с 55 по 64 ряд, и дальше носок сшивается. Итак, в 55 ряду от начала манжеты провязываю 41 столбик как раз до вершины вот этой пяточки холмика, и на вершине начинаю делать убавление. Провязываю 3 центральные петельки вместе с одной вершиной. И так я буду убавлять по 3 столбика в следующих 8 рядах. Вытягиваю из первой петельки петлю, из второй, из третьей, а затем провязываю их разом с крючка. И далее до конца 55 ряда мне нужно провязать 50 столбиков за полупетельки столбиков предыдущего ряда. Этот ряд укороченный, то есть он не доходит до полной длины, всего 2 столбика. И в следующих рядах, которые идут по направлению кончиком пальцев, также будем не довязывать по 2 столбика. В 56 ряду с направлением от кончиков пальцев к манжете я провязала в начале 49 столбиков, и как раз на вершине пяточки провязываю новое убавление 3 столбика с одной вершины. Из 3 петелек вытягиваю новые петельки и провязываю их разом. И далее выполняю столбики до края манжеты. В 57 ряду от края манжеты до центра пяточки провязала 39 столбиков, и следующие 3 столбика вяжу с одной вершиной, вытягиваю из первой петельки новую петельку, из центральной и из третьей, а затем формирую общую вершину. И далее вяжу столбики. В этом ряду столбиков еще меньше в длину на 2 столбика.
укороченный ряд, и мне остается провязать 46 столбиков до конца ряда. Провязываю 59 ряд. От начала вязания до пяточки 37 столбиков, и следующие 3 столбика с одной вершины. Ввожу крючок за полупетельки 3 столбиков, вытягиваю новые петельки на крючок и затем провязываю их разом. И далее до края манжеты остается провязать 42 столбика. Я вяжу 58 ряд и уже от края провязала 45 столбиков до пяточки, и следующие 3 столбика вяжу с одной вершины, делаю убавление на вершине пяточки, за 3 полупетельки ввожу крючок, вытягиваю новые петельки и провязываю их разом. И далее вяжу столбики до края манжеты. Всего мне необходимо провязать в 58 ряду вторую половину 38 столбиков. В 59 ряду от края манжеты до пяточки провязала 37 столбиков, и следующие 3 столбика вяжу с одной вершины, делаю убавление на пяточке, и далее от пяточки до края ряда вяжу 42 столбика, еще на 2 столбика меньше, чем предыдущий ряд. В 60 ряду направление идет от кончиков пальцев к пяточке и к манжете. Я провязала 41 столбик, и теперь делаю убавление на пятки, провязывая 3 столбика с одной вершиной, вытягиваю петельки и провязываю их разом. И далее вяжу столбики из каждой полупетельки до края манжеты. Здесь всего 36 столбиков, и вот уже такая пяточка вывязывается. 61 ряд от края манжеты провязала 35 столбиков, и следующие 3 столбика убавление на пятки, 3 столбика с одной вершиной, и это последний укороченный ряд. Вяжу от убавлений до конца ряда 38 столбиков, и появляется еще одна ступенька. Я вяжу 62 ряд от кончиков пальцев к манжете. Вначале провязала 37 столбиков, и в этом ряду делаю последнее убавление на пятки. Провязываю последний раз 3 столбика с одной вершиной по центру пяточки и вяжу столбики до края манжеты. Здесь у меня остается 34 столбика. Мой носок почти готов. Вяжу заключительные 2 ряда. 63 ряд. Он идет от края манжеты до самых кончиков пальцев, и я вот как раз довязываю до завершения последнего укороченного ряда, и сравниваю все укороченные ряды, вот эти получившиеся ступеньки, и в этом ряду количество столбиков должно быть прежним, 80 столбиков, что и в начале вязания. И так я дохожу до края вязания, разворачиваю работу. Как обычно, 1 воздушная петля подъема, и 64 ряд, все столбики до края манжеты, и приступаем к сшиванию носка. Итак, носок полностью связан, осталось его сшить. Складываем носок пополам, можно пяточкой вверх. И сейчас будем выполнять соединительный шов теми же самыми глухими столбиками от края манжеты
до кончиков пальцев и вот эту вот верхнюю часть носка. Пропускаю последнюю петельку сквозь начало вязания. Здесь вот видно по кончику нити. Можно обвязать сразу этот кончик нити. И я буду провязывать те же самые соединительные столбики или глухие петли, вводить крючок за полупетельку с одной стороны, со второй стороны. И провязывать их. И тем самым у меня сформируется шов соединительных петелек. Так, здесь кончик нити все-таки мешает, лучше его брать наизнанку. И этот шов, он хорошо сливается с основным узором, то есть тоже проходит ряд таких лицевых петелек, и он как бы сливается с основным полотном. Единственное, что получается немножко выступающий рубчик. Ну, вы можете поэкспериментировать, попробовать сшить иголкой по изнанке. По изнанке я пробовала делать такой шов, получается очень заметно, как бы лучше по лицевой стороне сшивать. В принципе, лицевая и изнаночная сторона этого носка, можно сказать, одинаковая. И так продолжаю соединять стороны. И в итоге покажу результат.